Всем привет! И вы на канале о вязании крючком игрушек и не только Julie Woolly Toys. Я Юля, и сегодня у нас осенний тыквенный мастер-класс. Будем вязать сегодня с вами вот такую тыковку. Но эта тыковка непростая, она у нас с небольшим секретом. В конце видео вы увидите, как я дошла до такой тыквы. Не забывайте, пожалуйста, что самое лучшее для меня — благодарность и поддержка, а также возможность вам увидеть новые мастер-классы по вязанию крючком на моем канале. Это нажать лайк, подписаться на канал, жмакнуть колокольчик и всего-то. А я вам расскажу все, что знаю о вязании, и мы с вами свяжем еще много-много симпатичных персонажей. Если вы готовы вязать такую тыковку, то добро пожаловать и запасайтесь материалами. Какими? Вот этими. По материалам и инструментам. Нам понадобится немного пряжи в этот раз. Основная, конечно же, для тыквочки будет оранжевая пряжа. У меня Yarn Art Jeans без изменений. Также нам понадобится для черенка коричневая пряжа. Для листика нам понадобится зеленая. Совсем немного коричневой и зеленой. По инструментам нам понадобится крючок. Я буду вязать 1,5 мм крючком. Также ножницы, иголки, маркер рядов, холофайбер для наполнения. И если вы планируете очеловечивать вашу тыквочку, то есть сделать ее с мордочкой, то, конечно, нашей тыквочке понадобятся для оформления глазки. У меня это будут стеклянные глазки-кабошончики. Соответственно, для их приклеивания нам понадобится клей Момент Кристалл. И для оформления ротика, век немножко понадобится фетра. Решайте сами, какая у вас будет тыковка, просто декоративная для украшения или полноценная игрушка с мордашкой. И беритесь за крючки, начинаем вязать. Начнем мы, конечно же, с основы тыквы. И первый ряд у нас будет 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Делаем кольцо, делаем 6 столбиков без накида. Пропорция в данной тыковке, конечно же, классическая, поэтому второй ряд и 6 прибавок, то есть 12 столбиков без накида. В третьем ряду 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем 6 раз по кругу. В третьем ряду у нас будет 18 столбиков без накида. В четвертом ряду, чтобы закруглить нашу тыковку, мы делаем 1 столбик, 1 прибавку, а дальше уже 2 столбика прибавка по кругу. В конце ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем 3 столбика без накида, прибавочка 6 раз по кругу, и у нас получается в этом ряду 30 столбиков без накида. Шестой ряд мы снова выравниваем 2 столбика без накида, прибавка, а далее по 4 столбика без накида, прибавка. В этом ряду получится 36 столбиков без накида в конце. Седьмой ряд, и у нас будет 5 столбиков в ряду с прибавочкой. Повторяем по кругу 6 раз, должно получиться 42 столбика в этом ряду. В восьмом ряду нам предстоит связать 6 столбиков без накида плюс прибавочка. Повторить это точно так же по кругу 6 раз, и у нас должно получиться 48 столбиков без накида в восьмом ряду. И теперь наступает монотонный этап, так как с 9 по 15 ряды мы вяжем без прибавок и убавок по кругу 48 столбиков без накида. Встречаемся после 15 ряда. Провязали 15 рядов и теперь идем на сужение. 16 ряд мы вяжем 6 столбиков без накида. И теперь делаем убавочку. Повторяем так 6 раз по кругу. У нас должно получиться 42 столбика без накида в этом ряду. Пропорционально идем на убавление. То есть в следующем 17 ряду у нас будет 5 столбиков без накида и 1 убавка. Так повторяем по кругу 6 раз. Должно получиться у нас 36 столбиков без накида в этом ряду. 18 ряд, 4 столбика без накида, убавка. Повторяем по кругу 6 раз, должно у нас выйти в этом ряду 30 столбиков без накида. В 19 ряду 3 столбика без накида, убавка. Все точно так же повторяется по кругу и получаем 24 столбика без накида.
После этого ряда можно набить наполнителем. Двадцатый ряд и 2 столбика без накида, убавочка. Повторяем 6 раз по кругу. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. Теперь вязать чуть-чуть стало тяжелее, поскольку холофайбер так и норовит вылезти. Но вы уж как-то постарайтесь поаккуратнее вязать. 21 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка. Все точно так же по кругу повторяем и 12 столбиков без накида в этом ряду получаем. Последний 22 ряд мы делаем убавочки до конца, чтобы закрыть отверстие, и не спешим обрезать нашу нить. Нам понадобится оставить достаточно длинный отрезок, чтобы сделать на тыкве утяжечки, потому что сейчас наша тыква больше напоминает мандаринку. Я взяла огромную иголку для удобства, но в принципе это можно сделать обычной цыганской. Я протягиваю в обратную сторону ниточку и начинаю формировать дольки. Просто-напросто делаю протяжку и в центр снова вывожу. Затягиваем. Теперь можно сделать вот так вот протяжку, чтобы было удобнее разделять симметрично. И получившиеся 2 половинки мы делим еще так, чтобы у нас получилось на каждой по 3 части. Хорошенечко затягиваем и закрепляем нашу нить. Вот такой формы тыковка у вас должна получиться. Пока что мы ее откладываем в сторону и будем вязать черенок. Для черенка берем коричневую пряжу, и очень-очень простое идет у нас вязание. 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми — это наш первый ряд. Далее, смотрите, второй ряд мы будем вязать за дальние полупетли от нас. Вяжем 6 столбиков без накида. Далее за обе полупетли вяжем с 3 по 7 ряды по 6 столбиков без накида в каждом. Последний 8 ряд мы вяжем по 2 столбика без накида в каждую петелечку, чтобы получилось у нас в последнем ряду 12 столбиков без накида. Оставляем нить для пришивания. И я сразу же пришиваю таким образом к центру тыковки наш хвостик. Нам осталось связать листик для нашей тыковки. Берем зеленую пряжу и набираем 13 воздушных петелек. Во вторую от крючка мы возвращаемся обратно столбиками без накида в обратную сторону. Доходим до самой первой петелечки, и в нее мы вяжем 4 столбика без накида. Переходим на другую сторону. Здесь мы вяжем точно так же столбиками без накида, не довязывая до конца 2 столбика. Вот у нас остается 2 столбика до конца, мы их не довязываем, делаем петлю подъема воздушную и в обратную сторону идем по обратной стороне столбиками без накида. Когда доходим до 2 центральных петелек, то в каждую из них вяжем по прибавочке столбиками без накида. Выглядит это вот так. Вот у нас 2 центральные петли. Делаем в одну прибавку и во вторую прибавку. Далее идем по другой стороне, переходим, точно так же не доходя 2 столбиков без накида до конца, чтобы у нас вот эти вот стороны были обе параллельных. Вот такую форму должен иметь. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, поворачиваем и идем в обратную сторону. Центральные делаем по прибавочке. Вяжем так необходимое количество рядов, пока вам самим не понравится листик. Когда вы решите, что листика вам уже достаточно для тыковки, то возвращайтесь точно так же
как вы вязали предыдущие ряды, к центру нашего листика. В центре я делаю соединительный столбик и дальше просто произвольную цепочку из воздушных петелек. Ну пусть будет 30-40 воздушных петелек нам нужно сделать. Это будет ус нашей тыквы. И возвращаемся обратно. 2 столбика без накида в каждую петельку в обратную сторону. Вот таким образом у нас закручивается ус тыквы. Ну и для украшения я вяжу несколько таких кудряшек для тыквы. Можно их вязать произвольными абсолютно разной длины. Принцип тот же. Цепочка из воздушных петелек и возвращаемся обратно по цепочке, в каждую воздушную петлю провязав по 2 столбика без накида. Мы оставляем ниточку для пришивания, закрепляем и сразу же пришиваем к нашей тыковке. Располагайте, как вам больше нравится листик, и просто пришивайте его к основанию тыковки. И вот настал тот момент, когда вы решаете, будет ли это у вас просто тыковка, как украшение осеннее, может быть для какой-то осенней декорации, возможно для каких-то игрушек осенних, а также она является продолжением моей серии мастер-классов «Сад-огород», там где мы вяжем фрукты и овощи. Полный плейлист можете посмотреть по ссылочке. Я оставлю в инфобоксе внизу тоже ссылку на плейлист, если что. Ну а так как впереди Хэллоуин, мне очень нравятся все вот эти вот жутко милые тыквочки. Я попробую из нее сделать тыквочку с мордашкой. Первым делом я решила приклеить глазки, чтобы уже от них плясать и делать мордашку. Не спрашивайте, почему у меня глазки разного цвета и размера. Я так сделала специально, это так задумано. Мне показалось, это сделает тыкву более такой шкодной и немножечко безумной. И теперь я беру обычную швейную черную ниточку и буду вышивать бровки и такой вот ротик буду вышивать в тыковке. Все достаточно незатейливо. Делаю ей бровки специально на разной высоте, чтобы придать странноватости взгляду. И моя любимая фишка: для большей шкодности я добавляю язычок из микро-микро кусочка фетра. Буду приклеивать его на момент кристалл. Вот такая шкодина. Я предлагаю добавить еще немножечко больше хэллоуинности этой тыквочки. Знаете, что мы сделаем? Мы сделаем маленький бонус. У меня тут абсолютно случайно завалялся небольшой кусочек черной ниточки. Его как раз нам хватит. Я вяжу 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми черной ниткой. Затягиваю колечко. И теперь мы берем нашу черную точечку. Я ее размещаю вот здесь на боку. И с вот такими вот прям протяжками мы ее пришиваем. Ну и если уже делать детализацию, то делать по полной. Я швейной ниточкой и бисерной иголкой с бисеринками делаю еще дополнительно нашему пауку глаза. Ну вот, совсем другое дело. Но мне кажется, что чего-то этой тыквочки веселой не хватает. Как вы думаете, чего? Какой еще можно добавить атрибут Хэллоуина? Ну, к примеру, ведьминскую шляпку. И сразу, оп, она, во-первых, съемная, наша тыква, как будто бы с зелеными волосами получилась. А может быть, ей подойдет больше другой цвет шляпки? Какой шляпке вам нравится тыквочка больше? Напишите в комментариях, я вот никак не могу определиться. А насчет шляпки вы можете связать точно такую же.
Здесь в видео не будет описания шляпки, оно есть у меня в сообществе. Кто не знал, есть такая вкладочка на YouTube. На моем канале есть вкладка сообщества. Переходите туда, смотрите, там очень много разных маленьких схемок. В том числе у меня там целая серия есть выложенная головных уборов. Там есть и шляпки, и сомбреро, и всякие-всякие шляпки, в том числе ведьминский колпак. Его вы можете связать из текстового описания в сообществе. Ссылочка в инфобоксе на сообщество будет. В общем, решайте сами, какая тыква у вас будет: веселая, с легкой сумасшедшенкой, задорная хэллоуинская тыква или обыкновенная тыквочка, как осенний декор. И так я вам показала варианты. Ну и вы помните нашу договоренность. С меня мастер-класс, с вас лайки, подписки на канал и жмакайте колокольчик. Обязательно смотрите плейлисты с подборкой моих мастер-классов к праздникам. Там не только к Хэллоуину, Новому году, но и ко всем праздникам. Всем спасибо за просмотр, всем вдохновения, до новых встреч, пока!